Что бы мы ни снимали на этом канале, ты все время задаешь этот вопрос по поводу преподавания английского в Китае. Сегодня мы находимся в городе Чанша. Кстати, об этом следующее видео. И здесь живут наши друзья, которые уже 5 лет работают учителями английского. И мы сегодня зададим им все каверзные вопросы. Ты на канале «На моем пути». Погнали! Ребята, расскажите нашим зрителям, кто вы по образованию, как долго вы в Китае, какой у вас здесь опыт работы? Ну, так сложилось, что образование у нас одинаковое. Преподаватели английского и немецкого языков. Я лично приехала сюда 4 года назад, попозже, чем Илья. Я думаю, он сам об этом расскажет, да? Соответственно, начали мы работать в тренинговых центрах, потому что тогда это была золотая жила. И это было очень популярно, это все было легально, и попасть сюда было легко. То есть для того, чтобы попасть в Китай, нужно было иметь 2 года опыта работы, не обязательно в Китае. Нужно было иметь bachelor's degree в преподавании. И, в принципе, все, рекомендательное письмо с предыдущего места работы. Для этого это все было легко. Соответственно, потом ты проходишь собеседование, тебя приглашают. Это Ну, в в Китае. общем, да, вот вы в Китае. Вот еще раз, сколько ты уже здесь? 4 года. У тебя это уже какое место работы? Будет 3-е. Будет 3. Через несколько дней. 2 предыдущих были тренинговыми центрами. Следующее место работы – это детский садик. Илья, что у тебя там? Почти то же самое. Работаю 5 лет уже в Китае. Все это время в тренинговых центрах, только в 2 разных. В одном из них 4 года, в новом почти год. Сейчас вот переезжаем работать в детский сад. Итак, ребята, у нас следующий вопрос, который интересует, в общем-то, многих, кто хочет приехать в Китай, побыть учителем английского языка. Что изменилось за вот эти 2 года пандемии, вообще в этой системе? Что делать вот иностранцу? Как понимать всю эту обстановку? Если мы берем точку отсчета 2 года назад, то поменялось довольно много. Основные изменения начали возникать год назад. С сентября месяца вышел новый закон, который регулирует немножко по-другому систему образования, в частности, ее негосударственную часть. То есть тренинговые центры, какие-то платные. А как это вот коснулось именно вот вас, учителей иностранцев? Вы же еще и не носитель языка. Да, получается так, что мы очень долго работали в Китае, и все было, в принципе, хорошо. Хотя изменения, они каждый год, они практически каждый год что-то новое в политике школ, политике образовательного вот этого всего пространства меняется. То есть в тот момент, когда мы приезжали в Китай, можно было приехать из России, получить рабочую легальную визу без проблем, без опыта работы в Китае. Потом года через 2, то есть 3 года назад, начиная с сегодняшнего дня, уже получить визу по приезду в Китай стало намного сложнее, особенно легальную, особенно рабочую. Поменялся график работы негосударственных школ, особенно тренинговых центров. То есть теперь они не могут предоставлять свои услуги в выходные дни, во время каникул, официально не могут. Соответственно, для того, чтобы они смогли это делать, им нужно получать какую-то особую лицензию о том, что они не являются, как это назвать, не учат детей английскому по программе школьной. Как предмет. Да. То есть им приходится всем переквалифицироваться, то есть преподносить это как обучение посредством, допустим, драматизации, то, что происходит сейчас у нас. По факту, что происходит с тренинговыми центрами? Они находятся между 2 огней. С одной стороны, это правительство, которое не дает им преподавать английский язык как предмет. С другой стороны, это родители, которые платят свои деньги в эти центры и хотят, чтобы их ребенок знал все 4 аспекта языка.
Если мы преподаем посредством драматизации, мы не имеем никакого права преподавать английский, а именно чтение и письмо. Ни в коем случае. То есть, если, допустим, придет проверка и увидит, что мы пишем на доске, или они увидят, что мы читаем книги, могут эту лавочку благополучно То есть прекратить. весь, скажем так, процесс обучения детей английскому языку, он кардинально изменился. Полностью изменился, но не изменились желания родителей. Родителям все так же нужно, чтобы ребенок умел читать, чтобы ребенок умел писать, чтобы он умел говорить на языке. И поэтому приходится очень много делать того, чего делать нельзя. Мы вот обсудили, что требовалось для работы пару лет назад, а что вот сейчас, чтобы устроиться на работу, какие требования работодатель вам озвучивает? Опыт работы, диплом, что-то еще? Очень многое зависит от провинции, потому что некоторые провинции говорят, что они в принципе не могут нанимать не-нейтивов. Либо они начинают говорить, что для этого, чтобы быть нанятым, нам нужно иметь PhD, то есть что эквивалентно кандидатской диссертации в России. Естественно, люди, у которых есть кандидатская диссертация, не приедут работать в Китай и писать с детьми в тренинговом центре. Поэтому нужно смотреть, потому что здесь каждая провинция как свое мини-государство со своими требованиями, со своими претензиями. Я вот еще слышала, что многие переоборудуются школа искусств. И преподавателям, чтобы преподавать, надо иметь, как будто ты учитель изобразительного искусства, а по факту ты преподаешь английский. В некоторых случаях, да, некоторые школы пытаются обходить этот закон, эти ограничения. Тем самым они предлагают учителям получить визу какого-нибудь учителя, изобразительных искусств, учителя музыки. Но для этого нужно какое-то дополнительное образование. Соответственно, если у человека первоначально было образование учителя музыки, то им может быть и проще. То есть, в принципе, сейчас все зависит от работодателя. Список вот этих документов Да, нужных. очень сильно зависит от работодателя, и все равно, если вы получаете визу учителя музыки и работаете учителем английского, если придет проверка и обнаружит, что вы преподаете английский, а не музыку, то эта лавочка тоже прикрывается очень быстро. Следующий, не менее такой щепетильный вопрос по поводу рабочих виз. Да, мы же с вами не носители английского языка, нам и до этого было тяжело получить рабочую визу. А что вот сейчас происходит? Да, я знаю, что вы сейчас меняете работу, и вам также дают рабочую визу. И вообще, что сейчас происходит? Тяжело ли получить рабочую визу? Какие-то новые условия появились для этого? Рабочую визу получить тяжело, особенно если ее никогда прежде не было и нет опыта работы в Китае. Основная проблема еще в том, что в Китай нужно приехать, если кто-то, кто хочет работать, находится где-то за границей в России. Приехать сложно, найти работу тоже довольно сложно, чтобы была рабочая виза. Особенно сейчас, за последний год опять все так ужесточили, что в некоторых городах, некоторых провинциях вообще нереально получить не-нейтиву рабочую визу и, в принципе, никакую другую визу. Вообще в каждой провинции правила отличаются. В среднем по больнице, да, не все школы, не все детские сады, не все учреждения готовы выдать визу, не все они имеют разрешение выдать эту визу. Возможно, не все из них просто имеют какие-то связи свыше, чтобы договориться. Вот мы еще с Юлей как-то разговаривали, что Китай потихоньку начинает открываться, и вот ты говорила, что многие школы ждут сейчас нейтивов. Судя по тем вакансиям, которые есть на рынке, очень многие ожидают приезда иностранцев. Желательно, естественно, native спикеров, желательно белых. Не хотим никого не обидеть, но, к сожалению, вакансии говорят именно так. We don't discriminate here. Но что по факту зарплаты, этот range, он, соответственно, изменился для не-нейтива в первую очередь, потому что, допустим, в том году, когда мы получали нынешнюю работу, зарплаты были гораздо выше.
Сейчас, поскольку они ждут нейтивов, зарплаты для нас сокращаются. Да и в принципе, как я заметила, зарплаты в принципе сокращаются даже для нейтивов. То есть по тем условиям, которые они могут предложить, я не думаю, что нейтив-спикеры поедут за такие деньги, потому что им нужно будет сначала прилететь, отсидеть карантин, а потом еще такую зарплату получить. Да, сейчас все, кто приезжает, все должны отсидеть в карантине за свой счет. Да, поэтому, конечно, это очень дорогое удовольствие приехать в Китай. То есть, по вашему мнению, стоит вообще как бы задумываться об этом, чтобы приехать в Китай учителем поработать? Как нейтивом, так не нейтивом? Если бы мы сейчас находились в России, очень зависит от того, найдутся ли билеты, получится ли договориться с работодателем. Если работодатель еще готов оплатить какие-то дополнительные расходы, связанные с приездом, особенно карантин, если работодатель готов ждать, если он проверенный, если вы в нем уверены, в принципе, есть смысл. Но такой вариант событий очень сложен, особенно для тех, кто до этого никогда не был в Китае. Но вот все-таки раньше это была такая золотая профессия здесь, золотая такая вот жилка, да, то сейчас это уже не совсем так актуально, как было. Дело не в актуальности, а дело в том, куда именно приезжать. То есть, как по мне, языковые центры здесь свое отживают. Если вдруг, конечно, китайское правительство не пересмотрит эту политику, которую они вводят. Потому что не каждый языковой центр сейчас хорошо справляется. Очень многие известные сети закрылись, и даже до сих пор те существующие не выполняют те финансовые планы, которые они должны выполнять каждый месяц. Если же это школа, либо университет, либо это садик, какой-то международный, поддерживаемый правительством и прочее, то, конечно, почему нет? Потому что тогда ты будешь знать, что с тобой ничего не случится. Тоже верно. То есть ты приезжаешь не просто абы куда, а у тебя уже есть какая-то подушка безопасности в виде вот таких проверенных. Потому что вот эти учреждения политика не затрагивает. То есть им до сих пор нужен английский как, по сути, как предмет. А уже языковые центры, тут все сложно. Почему вы все-таки держитесь за Китай? И какие у вас дальше планы? И вообще, что вы думаете будет вообще дальше? Мы находимся в Китае, потому что есть еще возможность. Мы здесь находились во время пандемии, соответственно, у нас была возможность уехать, но мы как-то особо не рассматривали этот вариант. Мы планировали, что, возможно, это будет наш последний год здесь, но в связи с изменениями в мире мы решили, что есть смысл еще остаться. Мы нашли работу в детском саду, что является довольно-таки безопасным вариантом сейчас, с меньшей нагрузкой. То есть работа будет проще. Почему бы не остаться, если деньги при этом еще могут платить довольно... В дальнейших планах, война план пошел. Подытожив весь наш с вами разговор, давайте вот прям как есть, так и скажем нашим зрителям, можно ли приезжать в Китай учителем английского и вообще стоит ли это делать вот в нынешнее время? Теоретически можно. Стоит ли? Очень зависит от многих факторов. Сюда очень сложно попасть. Соответственно, на нашем опыте мы не знаем никого из СНГ, из России, по крайней мере, чтобы кто-то приехал в Китай работать учителем сейчас. Вообще никого не знаю. Последний год-два точно нет. То есть нейтив-спикеры приезжают, их здесь ждут, за них готовы платить за карантин, за билеты. Я не думаю, что преподавателям не важно, насколько они квалифицированы, не важно, насколько они замечательные. Но это уже другой вопрос. Да, другой вопрос. Заплатят ли за них? То есть все-таки Китай останется Китаем, и очень многие организации останутся такими, какими они есть, а именно теми, которые смотрят на обложку.
Короче, если вы найдете школу, которая прям готова выдать вам рабочую визу, оплатить ваш карантин, оплатить билеты хотя бы по прилету, готовы вас ждать, и прям вы в ней очень уверены, и при этом они также предлагают зарплату и официальный контракт, вообще не вопрос, почему бы не приехать. Также можно добавить, что если есть у кого-то желание приехать, работать учителем английского куда-то за границу, в сторону Азии особенно, то есть смысл рассмотреть какие-нибудь другие страны. Есть еще Таиланд, есть еще Филиппины, есть еще Вьетнам. Там тоже можно работать учителем английского, и там проще найти место, где можно работать легально. Есть также свои плюсы. Зарплата, возможно, будет ниже, но с учетом рисков и с учетом возможных затрат по приезду в Китай, возможно, даже это может оказаться более хорошим вариантом, да. Интересная идея, ребят. Если у вас есть какие-то интересные страны, куда можно съездить, поработать учителем, оставляйте свои комментарии, нам будет интересно почитать. Удачи!